Примерно месяц назад в соцсетях проскочила забавная новость. Екатеринбургский митрополит публично и от всей души одобрил семейство Симпсонов. Поставил в пример своей пастве как любящую и крепкую семью с 3 детьми. Это одна из самых безвредных для неподготовленного человека новостей о демографии в России. Остальные же, особенно меры, которые намеревается предпринять российское начальство для повышения рождаемости, может травмировать впечатлительных людей. Например, предложение выдавать всем гражданам паспорта репродуктивного здоровья, а профилактику абортов возложить на демографический спецназ. Проводить дискотеки в школах для предотвращения бездетности. В школах. Отключать интернет по ночам, чтобы граждане не новости скроллили, а занимались традиционными ценностями. Или давать на ЕГЭ дополнительные баллы школьницам, если они принесут справку о беременности или у них уже есть ребенок. Это все, конечно, низовая самодеятельность на уровне министерств и регионов. Но и на самом высоком уровне тоже норовят порулить личной жизнью граждан. Особенно школьников. Например, губернаторам в KPI, по которым оценивают их работу, добавили пункты про рождаемость. Чем больше младенцев в стране дал регион, тем оценка выше. Путин лично проводит совещания и предлагает переломить ситуацию, когда молодые люди откладывают брак и появление детей. Заставить работодателей участвовать в решении демографической проблемы. Увлечь студента деторождением. И вообще превратить Россию в страну многодетных семей. Есть всякие инициативы, например, запретить аборты и снизить брачный возраст до 16. Другие предложения более практичные. Дать денег семьям с детьми и помочь с приобретением жилья. Эта история с попыткой заставить женщин поскорее рожать и вообще с постановкой государству такой задачи показывает, насколько некомпетентно сегодня руководство России, насколько оно не понимает тот мир, в котором живет страна. Специалисты, демографы, социологи, глядя на все это безумие, говорят, не помогут ни деньги, ни приказы, ни запреты, ни даже дополнительные баллы по ЕГЭ. Потому что, несмотря на всю российскую специфику, войну, бедность, низкую доступность медицины и образования, которые усилили тренд на снижение рождаемости, проблема все-таки не в них. Во всем мире семьи типа как у Симпсонов с детьми и собственным домом остаются в прошлом. В этом глобальном тренде и в его отражениях в России сегодня мы и будем разбираться. Сначала только напомню, если у вас тормозит YouTube, в описании есть способы, как ускорить, там же доступ к Liberty VPN на месяц бесплатно. Плюс-минус полвека назад, то есть в те времена, когда руководители России, ныне пожилые, были молоды и полны сил, жизнь в самом деле протекала по образцу, который они пытаются навязать нынешней молодежи. Причем не только в Советском Союзе, но и вообще во всем мире. В основном люди вступали в брак до 25 лет и в скором времени рожали детей. К 30 годам абсолютное большинство американцев имели свое жилье, семью и детей. То есть были взрослыми состоявшимися людьми. Но постепенно этот сценарий перестал быть массовым. Сначала в Европе, США, Южной Корее, Японии, а потом и в других странах, включая Россию. Люди стали позже жениться и откладывать рождение первого ребенка. В наше время большинство женится не в 20-25 лет, а ближе к 30 или даже 35. А первое собственное жилье покупают чуть ли не в 40 лет. У этой тенденции есть экономические причины. В те же годы, когда увеличивался средний возраст заведения семьи, жилье во всем мире в среднем подорожало почти в 2 раза относительно доходов. А еще усилилось неравенство. Богатые стали богаче, а средний класс сократился. В тех же США это наглядно видно по среднему доходу. В начале 70-х средний доход в Америке получал 71% мужчин, а в середине 2010-х уже 55%. Те, кто выпадает из среднего дохода, перераспределяются между богатыми и бедными. И в итоге происходит расслоение. Общество поляризуется по уровню достатка. Тут легко, конечно, сделать вывод, что люди бы доженились и рожали бы как раньше, вот только экономика не позволяет. Но в действительности эти изменения случились скорее потому, что стали меняться социальные практики. Экономика на них тоже повлияла, но не напрямую. За последние полвека кардинально изменилась занятость. Стабильной работы стало меньше. Появилась так называемая экономика гибких контрактов. С частыми сменами работы и переездами. Кроме того, выросли требования к квалификации работников. В мировой экономике сейчас гораздо меньше вакансий, которые не требуют специальных знаний.
Словом, в 70-е типичный работник – это человек, занимающийся физическим трудом полный рабочий день. Ну или, продолжая сегодняшнюю метафору, кто-то вроде Гомера Симпсона, выполняющего не пыльную, но однообразную работу. Сегодня же обычный трудоустроенный человек скорее окажется, например, дизайнером на фрилансе с плавающим графиком. И если про Гомера Симпсона более-менее ясно, что на своей работе он просидит до пенсии, то современный работник непредсказуем. Он в ближайшие полгода может сменить с десяток заказчиков, потом возьмет и устроится в офис, потом уволится и начнет стартап пилить, а между делом поработает инструктором по йоге, заведет и монетизирует блог, потом угодит в полосу финансовых трудностей и устроится в Ашан товар на полке раскладывать. А затем пройдет дополнительное обучение и станет тренировать нейросети. И во всей этой круговерте ни разу не задумается, что, мол, пора остепениться, жениться и завести 2 детей. А лучше 3. Не потому, что из-за финансовой нестабильности отказывается от мечты о семье, а просто потому, что ему еще рано. Ему всего 30, он молод и ищет себя. Этот тренд с растянутым процессом становления поддерживается и другими тенденциями. Поговорим о них после небольшой рекламы. Все часто говорят о плюсах Израиля, о хорошей медицине и образовании, о том, что это демократическая страна. Но есть и минусы. В Израиле довольно жарко, на юге вообще пустыня, а иногда случаются ночные тревоги, когда нужно идти в бомбоубежище. Ну или у кого есть мамад в квартире, это прям бомбоубежище в квартире. Однако наличие гражданства Израиля вовсе не обязывает вас там жить. Если вы имеете право на израильский паспорт, почему бы не получить его? Сможете ездить без виз почти по всему миру, без проблем открывать счета в европейских банках и иметь доступ к израильской медицине. При этом никто не отзовет у вас этот паспорт, в отличие от золотого паспорта Кипра, например. Получить гражданство вы можете, если доказать наличие еврейских корней. У вас они вполне могут быть. Многие евреи в СССР скрывали свою идентичность, меняли фамилии, и их внуки даже не подозревают, что имеют право на гражданство другой страны. Проверьте, имеете ли вы такое право. Оставьте заявку в компании, которая помогает с получением израильского гражданства по ссылке в описании. Компания предоставляет юридические гарантии. У нее есть собственный архивный отдел, который добывает документы, в том числе с территорий недружественных стран. Конечно, вы можете сами поискать документы и все оформить, но с профессиональной помощью все будет значительно быстрее. Вас еще и сопроводят на территории Израиля, чтобы исключить любые сложности с документами. Так что, если вы хотите получить гражданство другой страны, обязательно рассмотрите этот вариант. Сэкономите нервы, время и деньги. Продолжаем. Мы говорили о том, что сейчас молодые люди закладывают все больше времени на понимание собственных ориентиров. Этот тренд с долгим детством, долгим обучением, с растянутым процессом становления, где надо понять себя и осознанно выбрать путь, такой тренд поддерживают и другие тенденции. Женщины вышли на рынок труда и добились экономической независимости. И им просто не хочется поскорее в декрет. Да, семья и дети по-прежнему важная часть планов на жизнь, но после 30. А до того можно строить карьеру, путешествовать и заниматься саморазвитием. Теперь не надо выходить замуж сразу после колледжа и посвящать себя хозяйству и детям. Теперь замужество не является основным способом самореализации. В 70-е более 40% американок в возрасте от 25 до 34 лет уже были домохозяйками. Сегодня таких всего 14%. Усиливают тренд и технологии. Приложения для знакомств расширили круг общения, но одновременно увеличили эффект отложенного выбора. Люди боятся принимать окончательное решение. Да, ты можешь сделать выбор прямо сейчас, но вдруг там где-то в свайпах остался вариант получше. Индивидуализм, саморазвитие, концепция сначала найти себя, а потом уже семью стали новой нормой. В итоге то, что нашему пожилому руководству кажется кризисом ценностей, на деле является закономерным процессом изменения структуры общества. Деторождение и брак во всем мире, и в России тоже, перестали быть обязательным социальным ритуалом. Теперь это рациональный, ответственный выбор. Осознанное отложенное родительство снижает риск бедности у семей и повышает инвестиции в ребенка. А большие инвестиции в немногочисленных детей запускают круг заново. Ребенок подрастет, будет долго получать образование и определяться, чего хочет от жизни. Путешествий, карьеры, творчества. И вряд ли в списке его приоритетов будет завести семью на 2-м курсе универа. Этот сдвиг называют длинной молодостью. Она вовсе не значит, что люди инфантильны. Она значит, что мир изменился, путь к самостоятельности увеличился,
И этот тренд не переломить никакими указами сверху, зато можно подстроиться. Если государство хочет, чтобы молодежь рожала детей, придется создавать благоприятные условия. Россия, как мы уже сказали, в мировой тренд вполне вписывалась. Но были и некоторые исключения. Например, экономическая независимость советским женщинам досталась раньше, чем американским, потому что в Советском Союзе работали и мужчины, и женщины. После распада СССР в России некоторое время даже наблюдался откат. Рос процент женщин, которые отказывались от карьеры и становились домохозяйками. Впрочем, продолжалось это недолго. Еще одной особенностью России стало то, что общий тренд на индивидуализм в нашей стране наложился на доставшуюся еще от советской системы атомизацию общества. В России горизонтальные связи формируются с трудом. Что это значит на практике? Помните, например, сериал «Друзья»? Вот это типичная для Запада ситуация. Молодые люди, не готовые прямо сейчас заводить семью и детей, формируют как бы семью из друзей. В России такое не то чтобы невозможно, но как минимум нетипично. Еще одно отличие. Россия бедная страна. Молодежи здесь гораздо сложнее, чем на Западе, причем независимо от того, какой путь они выбирают. Да, завести семью, дом, детей требует больших денег, но и современный образ жизни с долгой учебой, запуском карьеры и арендой квартиры – это тоже все не бесплатно. Поэтому частый выбор, особенно в регионах, оставаться жить с родителями. Кстати, и на Западе этот тренд сейчас происходит. Особенно заметной эта тенденция стала во время ковида, когда молодые люди массово вернулись в родительские дома. Потом пандемия закончилась, а многие взрослые дети от предков так и не съехали. Но даже до этого, например, в 2014 году, впервые за современную историю США, проживание с родителями стало самой распространенной ситуацией для граждан в возрасте от 18 до 34 лет. С родителями жили 32% американской молодежи. В России это часто не свободный выбор, а вынужденная мера. Молодежь остается в родительских квартирах, ютится с младшими братьями и сестрами, работает на низкооплачиваемых работах без перспектив карьерного роста, потому что аренда отнимает в лучшем случае половину зарплаты, а то и больше, а ипотека недоступна даже с поддержкой родителей. И вообще, у всех долги, сбережений нет, и как это исправить, непонятно. При этом государство, как ненормальное, докапывается, мол, создавайте семьи, в идеале многодетные, в идеале еще в школе. Тут стоит отдельно сказать, даже если бы в России сейчас разом решились все материальные проблемы, сразу заводить семью решило бы меньшинство. Большинство молодых людей вели бы ту же самую жизнь, что и западная молодежь. Учились бы, пробовали разные виды занятости и строили бы карьеру. Война с Украиной молодых россиян только дополнительно фрустрировала. Российское государство пытается убедить молодежь, что жениться пораньше и нарожать детей побольше – это ответственно и по-взрослому. Но и сами молодые люди так не считают, и обстоятельства вокруг приводят к мысли: лучше сначала встать на ноги, а потом уж заводить семью. Ранний брак и раннее рождение детей выглядят в лучшем случае опрометчивым поступком, а то и вовсе чем-то неблагополучным. И тут включается уже другое социологическое явление. Около 20 лет назад исследователи-социологи впервые заметили так называемый эффект ожидания. Он заключается в том, что СМИ и соцсети создают информационную картину, одинаковую для всего мира. И эта картина готовит молодых людей и подростков, даже самых бедных стран, к жизни, которые ведут их сверстники в странах благополучных. В итоге жизнь проходит мимо, пока целое поколение офигевает, почему все вышло не так, как я думал, смотря Инстаграм или ТикТок. Примерно такую же тенденцию после начала войны замечают и в России. Жизнь российской молодежи во многом стоит на паузе. Подростки и молодые люди не знают, чего ждать. То ли война закончится, и начнется экономический рост и рассвет какой-то, то ли завтра по мобилизации заберут, то ли вообще грин-карту выиграешь и уедешь в Америку. Россия сейчас не то место, где можно что-то планировать на годы вперед. Ни учебу, ни карьеру, ни тем более семью и детей. О каком бы управленческом косяке нашего государства мы бы не говорили последние 3,5 года, доходя до выводов, мы неизбежно наталкиваемся на реальность. Идет война, граждане. Пока она не закончится, никакие проблемы не решатся. Так вот, проблема с демографией в России тоже осложнена войной. Понятно, что Путин и его окружение убивают на войне людей, которые уже никогда не заведут семью, дом и 3 детишек. Понятно, что из-за войны и неопределенности миллионы людей отложат планы на ребенка или вообще от них откажутся. Но у проблемы этой есть и другая сторона, с войной не связанная. Общество просто изменилось.
Теперь норма – брак и дети после 30. Люди не станут менять свои планы на интересную и полную жизнь, на финансовую устойчивость и полноценное образование, только чтобы пораньше завести детей по просьбе государства. Такова реальность. Ее нельзя взять и переломить. Ни через колено, ни как-то иначе. Это положение вещей для многих из нас психологически некомфортно. Ведь получается, что общество будет стареть, число пенсионеров будет расти. Какой ужас, останутся одни старики. У государства не будет денег на пенсии, социальная катастрофа. Но тут самое время вспомнить, что старение социумов – это вообще-то позитивный процесс. Он означает, что люди живут дольше работают, и их качество как специалистов все это время растет. А еще неплохо бы вспомнить, что рождаемость в наиболее развитых странах по большому счету снижается все время, пока существуют пенсионные системы. А число пенсионеров относительно числа работающих растет. Но к коллапсу это не приводит, потому что в норме увеличивается и производительность труда. Общество в целом становится богаче и может позволить себе содержать больше пенсионеров. Словом, государствам придется приспосабливаться жить в новых демографических условиях и делать то, что возможно. Привлекать мигрантов, которые подходят для тех нужд, которые нужны государству. Окружать заботой малочисленных, но очень ценных детей. Заботиться о здоровье пожилых граждан. Ведь тогда они дольше смогут быть полезными для страны и ее экономики. И создавать условия для молодых, чтобы некоторые из них все же задумались о ребенке, а может быть и о двух. Государства между собой уже вовсю конкурируют за молодежь, стараются переманить к себе самых перспективных. Не наше государство, к сожалению, но другие государства. Потому что они понимают, мировые миграционные потоки в ближайшие десятилетия будут определять демографию гораздо сильнее, чем рождаемость. Наша же страна вот уже 3,5 года эту гонку проигрывает. Теряет время и людей, погибшими и покалеченными на войне, уехавшими в более благополучные страны. А руководство грезит, если не прям возвращением СССР, то все равно совершенно не тем, что сработает, и направляет государственные ресурсы туда, где от них в лучшем случае нет никакого эффекта. А скорее есть эффект обратный. Молодые люди только пугаются, а самые продвинутые из них хотят поскорее уехать, а не семью создавать. Перспективная же молодежь из соседних стран, которая до геополитических свершений стремилась переехать жить в Москву или Петербург из всего бывшего СССР, теперь даже не думает о такой перспективе. Плохо, когда руководство страны некомпетентно. До завтра.